Я Кира. И что вы теперь сделаете? Убьете меня? САП, на связи кто? Бог нового мира. Правильно, Джекари. Многие из вас при первом и даже при повторном просмотре нашей любимой тетради смерти могли не заметить, что тетрадка за все время офигенно так ходила по рукам, а бывало даже по кругу. Да так, что сходу можно и не упомнить всех ее владельцев. А уж поверьте, их было немало. Именно поэтому я буквально заставлю вас узнать о каждом владельце этого артефакта. Артефакта, способного изменить мир, ход истории в лучшую или в худшую сторону, о зловещей тетради смерти. Начну я, конечно же, с первого владельца, с нашего любимого главного героя, с одного из самых популярных аниме-персонажей, с Таро Кагами. Ты имел в виду Лайта Ягами? Нет, Таро Кагами. На самом деле, действительно, первый владелец тетради смерти – вот этот мелкий 13-летний школьник. История Таро Кагами – проба пера нашего любимого Цугуми Обы, автора тетради смерти. Эта история, собственно, была опубликована еще в 2003 году, до выхода тетрадки, как некая бета-версия. Она рассказывает о школьнике, который находит необычный предмет, выброшенный безалаберным богом смерти. Таро, в отличие от Лайта, не является неистовым поборником справедливости, да и до гения ему еще идти и идти. Он обычный школотрон, даже можно сказать неудачник, над которым потешаются одноклассники. Чертила, боссман, закрой свой рот. Если ты такой даун с 5 IQ... Из-за обид и жестокого обращения он и решает испробовать тот самый предмет и записывает имена 5 своих одноклассников, которые вскоре умирают от сердечного приступа. Но Таро не чувствует того самого удовлетворения и желания начать очищать мир от зла и преступности, а очень пугается и невероятно сожалеет о своем поступке, из-за чего ему снятся кошмары. Рюк здесь оказывается достаточно милосердным и дает ему ластик, который воскрешает умерших одноклассников. Охренеть, серьезно? И одноклассники реально оживают. Хорошо, что эту стиралку не оставили в оригинальной тетради смерти. Ладно, переходим к следующему владельцу. Конечно же, речь о Ла Миуре. Вот типичный пример малолетнего дебила. Да, в этом выпуске владельцем второй тетради смерти становится Миура, одноклассник Таро Кагами, который убивает 2 детективов, расследовавших дело о смерти школьников, и тех же 5 одноклассников, а также еще некоторых статистов. Помимо этого, он пытается убить Таро, но тот вовремя врывается в его комнату, останавливает его и вновь воскрешает всех умерших. Потом эти двое идут к полицейским, которые расследовали дело, рассказывают про тетради, доказывают их работоспособность, и затем всем скопищем они сжигают обе тетради. Ведь это сущее зло, которое не должно оставаться в реальном мире. А Рюк, кстати, по сюжету остается ходить с Таро, но с помощью тетради уже никто не убивает. Следующим владельцем тетради смерти, той самой тетради смерти, которую мы все полюбили, которая стала буквально легендой, становится Лайт Ягами. Историю Лайта я все-таки считаю очень трагичной. Человек, искренне веривший в свои идеалы. Человек, который пытался изменить мир в лучшую сторону, не просто словами, но действиями. В конце концов потерпел крах и погиб, до конца борясь за свою жизнь. Мое мнение о Лайте, о том, является он героем или злодеем, вы можете узнать в моем обалденном видео, ссылка в описании. Здесь же я все-таки не вижу смысла останавливаться на Лайте подробно. Скажу лишь, что в течение всего аниме Лайт очень активно пользовался правилом о передаче тетради другим и отказе от нее, что часто спасало его и демонстрировало его умственные и аналитические способности. Не буду конкретизировать каждый момент передачи, отказа и повторного владения тетрадью, а то ролик затянется очень сильно. Лучше я перейду к следующему владельцу. Или лучше сказать владелице, Миса Амане. You so fucking precious when you smile. Миса стала владельцем не тетрадью Рюка, а тетрадью неизвестной нам ранее Рэм, еще одного бога смерти. Ладно, если быть точным, тетрадь Мисы вообще принадлежала богу смерти по имени Джелос, но об этом мы поговорим с вами позже. Кира, наш дорогой Лайт, стал невольным спасителем для Мисы, ведь записал имя убийцы родителей Аманы в свою тетрадь. Блондиночка была невероятно благодарна Кире, посему решила пойти по его стопам и тоже убивать преступников, а заодно и полицейских. Только не Укита! Но Миса дико палилась и скорее мешала. Лайт, естественно, всем этим был не очень доволен, но из-за некоторых обстоятельств был вынужден таскать ее с собой. Да и польза от нее все-таки была, ведь именно Амана стала первой, кто взял дополнительную способность – глаза бога смерти, которые Лайт так до посинения избегал брать.
Я тебя убью, если не будешь подчиняться. Я не позволю ее убить. Ягами Лайт. Если из-за тебя моя девочка погибнет, я запишу твое имя в моей собственной тетради и убью тебя. Ох, как же я эту гниду ненавижу. По итогу, в самом конце, как аниме, так и манги, Миса даже не является владельцем Тетради Смерти. Опять же, на все многоходовки я здесь акцента ставить не буду, посему переходим уже к пятому владельцу Тетради. Хигути. Ограниченный, недалекий. Из-за того, что Амана очень сильно мешала Лайту, на него начало падать все больше подозрений. Эл был близок к победе, из-за чего Лайту и пришлось проворачивать планы с отказами от тетрадей и передачей их другим лицам. Этим лицом и стал Кёски Хигути, отвратительный, мерзкий, жадный капиталист, который ради своей выгоды стал убивать обычных людей из враждебных для него компаний. Он получил тетрадь от Рэм, бог смерти поделилась с ним даром по приказу Лайта. Та, в свою очередь, сказала Хигути убивать еще и преступников, чем Кёски охотно и занимался. Но, говоря откровенно, этот дебил уж слишком палился, убивая только соперников своей компании, Йоцубы. Именно поэтому Лайт вместе с Эллом очень скоропостижно вычислили Хигути, который совершал ошибку за ошибкой, и был, откровенно говоря, слишком уж тупым. Под самый конец своей дрянной и никчемной жизни Хигути все-таки берет глаза бога смерти, но успевает воспользоваться ими лишь единожды, на безобидном полицейском. И больше никак, ведь Лайт и Эл вместе с группой расследования ловят его. Затем Ягами уже вспоминает все, прикоснувшись к тетради, и расправляется с Хигути. Я победил. Все прошло по плану. Вот и стартуют моменты, когда тетрадь начала ходить по рукам. Тетрадь Хигути остается в участке. В свою очередь Лайт забирает тетрадь Рэм, которая сдохла. Говоришь то, что мать сдохла. Теперь у Лайта вновь 2 тетради, а в участке, как я уже и сказал, еще одна. Всего 3 тетради. Далее в игру вступают СПК под предводительством Нейта Ривера и Мафиози под предводительством Михаэла Келя, 2 наследников нашего любимого Элла. Благодаря некоторым махинациям со стороны Мафиози, похищению Такимуры, а затем дочки Саитира Саю Ягами, они получают тетрадь. И следующим владельцем становится, можно сказать, статист. Обычный подсос подручный Джек Нейлон, или же настоящее имя Кэл Снайдер. Его нашла Миса благодаря использованию глаз бога смерти. Имя Кэла уже успели записать, у него остается лишь 2 недели жизни. Кэл, к слову, тоже взял глаза бога смерти. Опасаясь за то, что тетрадь останется у Мафиози, группа расследования и Лайт идут на отчаянные действия. Следующим владельцем тетради смерти становится символ героической справедливости. Человек, который винит себя за то, что отдал тетрадь в руки преступникам, Саитира Ягами, отец Лайта. Он берет на себя ношу в виде тетради смерти, а более того, он берет еще и глаза бога смерти, отдавая половину своей жизни. Они штурмуют базу Мафиози, но Саитира не берет грех на свою душу и оставляет Мэлло в живых, сообщив Лайту лишь его настоящее имя – Михаэл Кель. Не убивайте, пожалуйста! Он в натуре не убивает! После чего попадает под град пули и взрыв и трагически умирает в больнице, находясь в тяжелом состоянии. Это единственный на данный момент владелец тетради смерти, который ни разу не вписал ничье имя. Тем временем 3-ю тетрадь смерти возвращает Сиду. Oh shit. Here we go again. Богу смерти. Теперь на земле снова осталось лишь 2 тетради в руках у людей. Одна попадает опять в отдел, другая же остается пока что у Лайта. Из-за постоянного давления со стороны Михаэля и Нейта, Кире становится все сложнее и сложнее делать записи в тетради. По этой причине он находит себе напарника, у которого схожи с Лайтом идеалы – Теру Миками. Именно он становится следующим владельцем тетради смерти – Икс Кирой. Теру Миками с детства мечтал создать справедливое и доброе общество. Он никогда не терпел издевательств над другими, защищал слабых. Он хотел менять мир, и он шел к этому. Теру устроился работать в полицию, чтобы защищать невинных и делать что-то хорошее для людей. В один прекрасный день он замечает, как все люди, которым он желал смерти, начинают умирать. А позже узнает, что за этим всем стоит Кира. Теру Миками очень уважал Киру, его взгляды и идеалы. По этой причине он и являлся главным кандидатом на роль Икс Киры. Но, увы, Теру был куда кровожаднее, чем Ягами, что Лайт сильно осуждал, к слову. Именно он помешал истинному Кире исполнить все его планы, бессмысленно записав имя Такады, из-за чего их и раскрыл Нейт в пару с Мэлло. В конце Теру в аниме совершает суицид, отвлекая внимание на себя, а в манге просто жалко проигрывает, в обоих случаях разочаровываясь в Лайте.
Все-таки не могу не упомянуть, хоть и не полноценную владелицу Тетради Смерти, но ту девушку, которая выполняла приказы Лайта, Такаду Кийоми. Такада – девушка Лайта из института. Внезапно Лайт узнает, что она поддерживает Киру, а также тесно связана с Теру Миками. Посему он решает использовать ее как средство связи с Теру, да еще и как человека, который безропотно будет выполнять его приказы. Для Такады все это кончилось не очень хорошо. Она умирает, перед этим убив бедного Мелло. На этом я завершаю историю всех владельцев оригинальной Тетради Смерти и перехожу к продолжениям. Да, речь идет, конечно, о С-Кире. Хотя мне, как и Нейту, не очень хочется называть его Кирой. Посему назовем его просто Лох. Тетрадь в этот раз скинул не Рюк, а другой бог смерти по имени Мидора. Лох убивал только стариков, желающих смерти, считая, что занимается благим делом. Нейт, вместо того, чтобы пытаться раскрыть это дело, поймать его, выступил на весь мир с громкими словами о том, что этот Кира лишь жалкое подобие настоящего Киры, и ему не интересно расследовать это дело, ведь он берется только за те дела, которые ему действительно интересны. Лох был человеком слабовольным и слабохарактерным, потому таких заявлений от Ния он не выдержал и покончил с собой. Мидора вернулась к Рюку с плохими новостями и дала ему еще одну тетрадь, которую он и решает снова дать кому-то. Да, этим человеком становится Кира, или же Минору Танака, школьник с одним из самых высоких показателей IQ. Минору очень любил разгадывать различные головоломки и загадки. И на сей раз Рюк выбрал его намеренно, в отличие от Лайта, которому тетрадь досталась случайно. Рюк передает ему тетрадь, Минору хорошо изучает правила, задает Рюку множество наводящих вопросов и решает использовать тетрадь в своих целях. Но в этот раз не допуская жертв среди людей. Он использует различные уловки, которые позволяют ему найти клиентов для Тетради Смерти. Конечно, общество он взбудоражил, но клиента нашел среди лидеров различных стран. Чтобы не раскрыть себя, Минору договаривается о том, чтобы деньги были переведены на счет банка Йоцуба. Привет-привет, Хигути! Равными частями на сберегательные счета каждого члена банка, которому в данный момент меньше 60 лет. После этих событий Минору отказывается от тетради и просит Рюка никогда к нему не возвращаться. Но Танака все-таки, как и любой владелец тетради, умирает, когда берет деньги. Как оказалось, обо всех этих махинациях узнал король богов смерти и ввел новое правило, которое гласит, что продавать тетрадь смерти и получать за нее деньги запрещено, а покупатель в свою очередь умирает после получения тетради. Покупателем тетради стал внезапно Дональд Трамп. Он по сути стал последним владельцем тетради смерти. Но так как взять он ее не мог, он придумал другой план, по которому он заявляет всему миру, что никогда не будет ее использовать, ведь это поможет создать ему непревзойденную репутацию. Так вот, как он стал опять президентом. Больше среди людей владельцев Тетради Смерти уже не было, посему на этом видео пора заканчивать. А вот ни хрена! Я же говорил вам, что про одного бога смерти я расскажу чуть позже. А я расскажу не про одного, а про всех богов смерти. Ведь они тоже являются владельцами Тетради Смерти. Тут мои данные будут основаны на 13-м томе Тетради Смерти. Да, у меня есть даже он. Ну, конечно же, начнем с Рюка, нашего любимчика-весельчака, который и начал всю историю с Лайтом, ведь именно он из-за своей скуки решил скинуть тетрадь в мир людей. Затем уже он продолжил веселиться вместе с Минору. Рюк хоть и кажется безалаберным, но очень ответственно относится к правилам, которые устанавливает король богов смерти, и редко их нарушает. Да и с Лайтом он сразу обозначил границы, не делая ничего из ряда вон выходящего. Рэм. А вот эту тварь я ненавидел с момента ее появления, спасибо мерзкой озвучке, до момента ее смерти. Она не только мешала Лайту, она еще и постоянно палила свое присутствие. Например, в сцене, где она трогает Мису. В конце концов, эта идиотка убивает Элла, умирая сама. Всем, абсолютно всем было плевать на ее смерть. Вместо попытки договориться с Эллом взамен на безопасность жизни Мисы, она просто самоустранилась. Хотя Эл, я уверен, обеспечил бы и гарантировал бы безопасность Мисы. Но Рэм, тупая безмозглая Рэм, до этого даже не додумалась. Посему она и заслужила подобный исход. Третьим богом смерти, о котором пойдет речь, будет Джелос. Именно его тетрадь досталась Мисе. Он тоже умер, пожертвовав своей жизнью, защищая Амана от маньяка. Но вот он отвращения не вызывает, ибо изначально кажется таким слабеньким и добреньким. А спас он Мису, потому что он долгое время наблюдал за ней и очень сильно к ней привязался.
и настолько не хотел ее смерти, что готов был отдать свою жизнь. Следующий, о ком пойдет речь, является Сидоджи. Такой глуповатый балбес, у которого Рюк истырил тетрадь. Появляется он ненадолго, но за это время успевает помочь Мэллоу, которого даже боится, а также забрать назад тетрадь. Пятым будет Армония Джастин. Вот он постоянно казался мне королем богов смерти, но нет. Это просто достаточно умный бог смерти, который хорошо разбирается в правилах. Именно он, к слову, и направляет Сида в мир людей. Шестой будет Мидора. Именно этот бог смерти отдал свою тетрадь в истории с Эскирой. Но долго повеселиться у нее не получилось, и она решила отдать свою тетрадь Рюку. Теперь же быстрое упоминание о богах смерти, которые в сюжете не фигурировали. Дарил Гироза, высокоранговый шинигами, который совершенно не заинтересован в мире людей, ведь он кайфует в мире богов смерти, в которых постоянно развлекается азартными играми. Диредавели. Охренеть имя. Человекоподобный шинигами, который носит маску и часто играет вместе с Гукку, еще одним шинигами, который является другом Рюка и наблюдает за его похождениями в мире людей. Зиллоги. Шинигами, который стал известен благодаря крюку на своей левой руке. Он, когда узнал, что Рюк отправился в мир людей, был очень заинтересован. Каликарча. Известен кучей глаз на своем лице. Возможно, это редкий тип бога смерти. Киндаров, фамилию даже читать не буду. Шрам на голове, острые зубы, очень жестокая. Ню. Известна глазами, которые полностью покрывают ее тело. Скорее всего, только король Шинигами сильнее нее. И, конечно же, король Шинигами, самый сильный в мире богов смерти. Должно быть, он очень старый, ведь другие боги смерти называют его старичок. Именно он отвечает за ведение тетради смерти, но больше о нем почти ничего не известно. Возможно, он слишком невероятен для человеческого понимания. На этом я рассказал вам обо всех владельцах тетради смерти. Если я вдруг кого-то упустил, что маловероятно, можете написать об этом в комментариях. Ну что же, как всегда, ставьте дизлайк и отписывайтесь от канала. С вами был главный эксперт по тетради смерти. Увидимся ровно через 2 года.